Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всех с наступающим Новым годом. И сегодня последний день 25-го. Говорим со Спартаком Субботой. Он на связи. Спартак, приветствую с наступающим. Здравствуйте, Александр, и вас всех с праздником, и с праздником всех подписчиков и всех, кто нас смотрит. Вы знаете, кажется, что этот год под свой конец нам просто какой-то необыкновенный, какой-то удар когнитивный нанес по мозгам, прям лупит. Значит, началось все. Смотрите, я с неочевидного. Понятно, что сейчас все обсуждают там налет, резиденция Путина, готовится удар в ответ, а есть ли за что ответ. Страны осудили сам факт. Некоторые куражатся, говорят, вот у россиян ничего не получилось. Другие говорят, да какая разница, получилось, не получилось, что будет дальше. В общем, такое очень серьезное напряжение и эскалация. Определенный срыв, не то что определенный, практически на 100% срыв всех переговорных инициатив нам последние дни 25-го года принесли. Однако, тут же другой момент. Значит, Трамп выходит и говорит, Путин хочет, чтобы Украина процветала. Проходит 2 дня, Зеленский выходит, Трамп хочет, чтобы средняя зарплата в Украине была там в 2-3 раза больше, прям за то, что все прям так заботятся об украинцах, слушайте. А украинцы сидят без света, под атаками. То есть это же тоже определенный итог года. Все ждали, что переговорный 25-й год к чему-то приведет. А сейчас мы видим морозы, снегопады, удар по Одессе, опять часть города без света. А вот эти все рассказы спикеров по марафону, что тепло ваших сердец главное. Как оцениваете финишную прямую 25-го года? И с чем связаны вот эти, абсолютно абсурдные с точки зрения там пропаганды, человеческих каких-то взглядов, причем разных, диаметрально противоположных. Кто-то за Россию, кто-то за Украину, кто-то за здравый смысл в принципе, кто-то вообще издалека на это все смотрит. С чем это связано? Знаете, Александр, когда вот в когнитивной науке вы сказали про когнитивную нагрузку, в когнитивной науке, которая изучает процессы мышления, познания, восприятия, важным элементом является последовательность стимулов. Вы получаете какую-то информацию, вы должны ее проанализировать, после этого дать какой-то ответ. Получаете еще какую-то информацию, в соответствии с этой информацией вы тоже даете ответ. И я скажу так, что у людей сейчас в силу огромного потока разнородной информации, которая между собой совершенно никак не бьется, она никак не вяжется, возникает вот это то, что часто называют когнитивный диссонанс. И люди начинают просто утомляться и не понимают, как реагировать. Те люди, которые раньше, например, поддерживали Зеленского, сейчас начинают сильно в нем сомневаться. Другие, кто, например, не очень его поддерживал, начинают не столько его поддерживать, сколько начинают сетовать на Запад. И ввиду всех вот этих изменений у людей возникает вот это ощущение потери. То есть, и я тоже смотрю, многие сейчас комментируют, что нет ощущения праздника, потому что не понимают, что будет дальше, и не понимают, когда праздновать, чему радоваться, как на что реагировать. То есть огромное количество стимулов, которые не свойственно обрабатывать обычным людям. Но страдают-то кто? Обычные люди. И получается так, что обычным людям необходимо нести ответственность за принятие решений людьми необычными, которые не совсем заинтересованы в том, чтобы обычные люди жили качественно. Идея Трампа о том, что здесь должны зарабатывать люди больше, это, конечно, хорошо, потому что кто-то должен деньги отдавать. Тут такая у меня логика, понимаете? Надо, чтобы они в 3 раза больше зарабатывали, чтобы в 3 раза быстрее отдали все кредиты, которые им надавали. И он как видит, как я вижу эту ситуацию, он видит в Путине возможность Украине зарабатывать деньги и отдавать деньги, которые им были даны на войну с Путиным. Абсурд? Конечно, полный абсурд. Но он хотя бы вяжется в общую историю происходящего. А вот что не вяжет в общую историю происходящего, это речи спикеров, как вы сказали, в Украине, чтобы вас грело тепло ваших сердец. Не вяжется речи спикеров, потому что они уже не понимают, кого обвинять, например. Вот обратите внимание, это вот даже для зрителей хочу, обратите внимание, буквально где-то недели 2 назад все вот этот вот Миндич хейт, на самом деле Зеленский хейт, но Миндич хейт, он был направлен именно на Миндича. Происходит абсолютно странная ситуация. Он дает интервью, в котором он говорит, я ничего не знаю, ничего не... То есть, информативность нулевая. Он просто ничего не сказал. И после этого
история с Минди-чхейтом начинает там постепенно спадать. И мы уже этого не замечаем. И превращается человек, который должен был бы все контролировать, в мученика, который столкнулся с несправедливостью, и ему там, знаете, его подставляет его окружение, которое он поставил на должность. И теперь он, видите ли, мы должны надеяться на то, что, ну, это говорят самые тупые упоротые пропагандисты, потому что мы должны надеяться, чтобы Зеленский сейчас не плюнул все и не ушел в отставку. Не переживайте, я вас успокою, он никогда не уйдет в отставку. Есть очень большая вероятность, что и ваши дети еще будут видеть этого президента. И я не угрожаю, конечно же, это просто такая динамика. Это то, что мы видим. Несмотря на то, что он говорит о том, что он устал, единственное, чего он устал, это от того, что его начали разоблачать. Его начали иметь, разоблачать, и он от этого утомляется. Ну, Поэтому там... отвечаю на ваш вопрос. Да. Да, что проблема заключается в том, но почему так происходит? Потому что огромное количество стимулов, все они отличаются друг от друга, но все они соответствуют правде. Понимаете, вот тоже устал. Смотрите, Зеленский же это заявил в интервью Fox News. Ну как, это вот если для упрощения. Мы стали жертвами упрощения. 2025 год наверняка нам показал, что нет простых решений, нет вот этих вот простых вещей. Да и желания особенно ни у кого нет разрешить проблемы просто. Зеленский устал, да? Это так звучить коротко. А на самом деле, що він сказав? Давайте послухаємо. Рано чи пізно ця війна обов'язково закінчиться. Ви обов'язково залишите посаду. Що ти думаєш, що робитимеш далі? Значит, тут ведущий Fox News, он, конечно, красавчик. Он, знаете, он сыграл такого психоаналитика. Наверное, вы где-то в нем узнали себя. Говорит, рано или поздно, опять-таки, рано, поздно. В общем, ты все равно, и тебя вылечат, и меня вылечат, да, вот это рано или поздно, да, вот. Что ты будешь делать дальше? И вот ответ Зеленского. Я не знаю. Справді, я не знаю. Може, відпочинемо? Я хочу відпочити. Ти що, сміх? Так, я цього дуже-дуже сильно хочу. Так, справді, я саме цього прагну. Ну вот смотрите, тут надо это разложить, этот эпизод. Ведь многие, вот сейчас через несколько часов будет обращение Зеленского, конечно, записанное, конечно, наверняка со всякими там видео, с духоподъемнической речью. Но если на рождественское обращение он сказал, что украинцы хотят и пожелал смерти Путину в Рождество, то сейчас вообще не знаю, что он будет желать. Ну, в общем, послушаем мы все вместе. Но, понимаете... Или не будем слушать. Это, кстати, тоже хороший такой... Вариант, да, тоже вариант. Потом почитаем где-нибудь в телеграммах или где-нибудь там на заборе, понимаете? Но тут другой момент. Он не знает, что он будет делать дальше. То есть это человек, которого мы выбрали, на которого возложена функция. Ведь много сейчас людей, чтобы, опять-таки, абстрагироваться от этих эмоций, на которые он давит, война давит, вообще, которые сопровождают весь 25-й год несбывшихся надежд. Они сейчас вот берут и включают строгий цинизм, технократизм, говорят, значит, так, ага, у тебя такая функция. Поэтому вот эта история с референдумом не заходит. Они сейчас там, конечно, там пытаются чего-то готовиться, но говорят, ребята, какой референдум? Это перекладывание ответственности, у тебя есть функции, согласно своим, ну, в общем, обязанностям и полномочиям решай, а он не решает. Он не знает, как закончить войну, он не хочет, он не знает, он не представляет себя, как это быть не президентом. Вот что фактически он сказал. Ну и, конечно, скалясь, ну, в смысле, смеясь. Еще на что можно обратить внимание, что когда он говорит, что я не знаю, он не подразумевает то, что у него нет понимания, что делать дальше. Он не понимает, какую функцию он будет в этом выполнять. У него нет понимания, где он будет находиться, потому он не знает. Понимаете? Вы же, ребята, тоже учитываете, что когда война закончится, а вот журналист очень так красиво говорит, рано или поздно, ну типа, как вы уйдете с должности, намекает, что это все закончится. Что ты будешь делать? Не знаю, я отдохну. У меня вопрос, от чего? Но он планирует отдохнуть, это первое. Второе, каким образом он будет отдыхать? И третье, а какой референдум? О чем идет речь? Это не конституционно. Согласно Конституции мы не можем провести референдум. Ну, это просто, если кто не в курсе, я должен объяснить. Мы не можем, наша Конституция не позволяет нам, согласно определенным положениям, проводить референдум по поводу сокращения территорий. Мы можем проводить референдум по поводу увеличения территорий.
Им тогда нужно будет собрать и вносить в Конституцию изменения. Но смогут ли они их внести? То есть, если, допустим, Зеленский принимает решения какие-то неконституционные, говоря, что Конституция на паузе, и принимая их в направлении узурпаторства, то есть он, по сути, ну, как бы склоняет государство, это понять можно. Но переложить ответственность, спрыгнуть с этого, сказать о том, что так народ решил, а не так я решил, в этом уже не получится, потому что сам по себе референдум подразумевает очень много подводных камней. Это и люди должны каким-то образом проголосовать, принять участие. Это и Конституцию нужно подогнать под это. А мы не можем подогнать Конституцию. Я напомню, у нас сейчас есть некие проблемы с и судьями Конституционного суда, и с вопросами изменения Конституции. Потому, к сожалению, это, ну, для меня это выглядит так, как будто он просто, как всегда, отшутился, но он в отчаянии. Вот обратите внимание на то, как он смеется. Вот Александр вам показал видео. То есть человек, это не смех искренний. Это боль в глазах. То есть человек смеется, он понимает, но он пытается из себя выдавить этот смех. Он понимает, что это конец. Когда закончится война, а она закончится неизбежно, все войны заканчиваются. Когда закончится война, когда он перестанет быть президентом, мы все этого ждем очень сильно, хоть бы уже этот подарок нам на Новый год случился, но он не знает, что делать, и он в ужасе. Те, кто из вас испытывает презрение к нынешней власти, вы можете получить небольшое удовольствие от этого видео, которое вам показали. Потому что он испытывает ужас. То есть, и знаете, в чем же разница между страхом и ужасом? Раньше ему было просто страшно. Ну, когда там НАБУ угрожало, ему было страшно. Страх лечится таблетками, а ужас не лечится ничем. Ужас – это то, с чем он будет всю оставшуюся жизнь жить, он будет потом прятаться. И то, что он будет прятаться, вот, конечно, я не особо люблю этого представителя российской политики Медведева, но он сказал, ну, написал у себя в Твиттере очень конкретную вещь. Он говорит, что Зеленскому потом нигде не спрятаться. Ты нигде не спрячешься. И он нигде не спрячется. И никто его, даже бриты защитить не смогут. Никто не сможет его защитить. Он сделал слишком много неправильных движений. Потому такой, знаете, это маленький подарок вам от Шелеста на Новый год. Вы увидели ужас в глазах Зеленского, который корчит свое лицо для того, чтобы выдавить из себя смех. Можете считать, что это маленький подарок? Ну, смотрите, подарок так себе на самом деле, потому что, как вы сказали выше, за все платят люди, обычные люди. И вы знаете, вы упомянули, ну, опять-таки, вот этот фактор, да, когда на тебя охотятся. Многие попытались здраво проанализировать, но это все отмела пропаганда, это все сейчас вообще, ну, вот то, что произошло. Все говорят, вот, Россия, там у них не получилось обставить все дела вот таким образом. Вчера тоже, кстати, летели дроны туда, в сторону Москвы, туда через всю Россию. И там тоже могли быть по пути и резиденции, и какие-то, не знаю, там объекты ядерные, не ядерные, и все что угодно. То есть мы видим, что за 25-й год Россия поменяла немножко, как бы перевернула доску. Сейчас переговорный процесс не будет таким, каким он был до этого. Они обновляют свои позиции на переговорах, и это внушает прежде всего тревогу в 26-й год. Потому что мы не понимаем, ну вот эти 20 пунктов, которые там он будет выносить на референдум Зеленский, или вот как дальше себя вести. Все сейчас ждут какого-то удара. То есть у нас сейчас два таких, ну не то что страха, но первый фактора. Первый это какой-то орешник или какой-то мощный удар. Второй это статус Зеленского медийный, который, ну как бы под прицелом, то есть, ну, охота на Зеленского. Ни первое, ни второе нормально никто не раскладывает аналитически. Я вот обратил, кстати, внимание, есть робкие попытки по поводу удара, ответа российской стороны, что, мол, там логистика, свет или бункеры или еще что-то, ну там как бы варианты перебирают, но это попытка. То есть нормально, как страна будет жить под вот этим давлением возможного ответа, никто не понимает. А ровно так, как никто не раскладывает, а как тогда теперь Зеленскому себя вести, ну, на вот этих анонсированных встречах. 3 числа он там принимает у себя советников этой коалиции желающих. 6 он анонсировал, что поедет в Париж. А как себя вести, если ты уже, ну, это
ты другой Зеленский, у тебя другой статус. Да, ты там, Россия такая-сякая, но ты уже не можешь принимать, ты уже не поедешь безопасно на фронт, ты уже в любом случае все свои решения дальнейшие, все свои переговоры строишь, исходя из того, что условно за тобой охотится Кремль, понимаете? Это совсем другая история. То есть это еще больше там сужение окна возможностей для принятия решений. Но никто не говорит об этом аналитически. Все говорят вот с точки зрения какого-то хайпа, пиара. Вот, мол, там, как это, Баширов, да, там вот эти все разведчики, новичок, там начинают это все степать. А это не смешно. Это нам четко говорит, какие могут быть переговоры в 2026 году. И последствия, и правильно, опять-таки, мы снова приходим к тому, что последствия будут, естественно, в первую очередь для граждан Украины, потому что вы тоже должны обратить внимание на одну вещь. Чем больше Зеленский боится, чем сложнее ему существовать в политическом поле, тем тяжелее Украине. Я объясню. Звучит довольно странно, я объясню, в чем суть. Чем смелее Зеленский и чем, скажем так, более активно он действует на политической арене, взаимодействует со всеми, тем больше Украине дают денег. Я не говорю о том, что нам не должны давать деньги, нам должны хотя бы, ну смотрите, вот хотя бы электроэнергию восстановить. Ну, то есть у нас же с этим серьезные, колоссальные проблемы сейчас. А причиной этому стала неправильные разговоры, неправильная позиция Зеленского. Идея о том, что мы доведем, мы сделаем блокаут в Москве, но это не надо было говорить. Вот он не понимает, какие вещи стоит говорить, какие нет. Это то, о чем я говорил, что для того, чтобы у нас было хорошее политическое будущее, у нас должны в позициях быть люди, у которых политическое прошлое. Не военные, не врачи, и даже не просто там специалисты в области каких-то там конкретных. Это должны быть люди, которые понимают в дипломатии. Человек, который не понимает в дипломатии, говорит какие-то вещи, которые нравятся людям, которые потом сталкиваются с последствиями этих слов. Он же говорит вещи, которые на самом деле в политическом мире презираемы. Нельзя такое говорить. Нельзя желать смерти человеку, тем более в новогоднем обращении. Нельзя официально угрожать. Мы сделаем блокаут. Такое нельзя делать. Нельзя этого делать. Путин даже так не делает, хотя все считают его абсолютным злом. Надо уметь в дипломатию. Проблема, слабое место – это дипломатия. У него сильное место – это его риторика для быдла. Вот он очень хорошо быдломитам доносит свою позицию. Когда он пошел на подкаст к Алексу, и вот он там рассказывает, начал оскорблять, использовать оскорбительную речь. Это недопустимо для главы государства. Недопустимо. Так говорить нельзя. А он этим самым понравился быдлу, но элита от него отвернулась. Можно, кстати, Александр, интересный момент. Можно пронаблюдать после этого интервью количество выездов. Люди начали чаще выезжать, причем работоспособные, финансово обеспеченные люди, умные люди наблюдают динамику качества жизни в стране между тем, что он ляпнет, он именно ляпнет, а не скажет, и тем, как качество жизни сильно снижается. Потому его слова, как было сказано, мне очень нравится эта фраза, что у его слов будет очень длинная тень. И вот когда он говорит, эта тень падает именно на украинцев. Поэтому это абсурд. И в этом абсурде мы сейчас находимся. Мы вынуждены мириться с его желанием хайпануть. Он, знаете, на что похож? Вот на начальника, который всегда плохо шутит, оскорбительно. И вот набрал себе в штат людей разных, там, темнокожих, там, азиатов, и выходит, и вот он думает, что он сейчас смешно пошутит, и вот так вот будет делать, знаете, ой, тя-тя-тя шутит, потому что там про темнокожих шутит, и он думает, что это смешно, это оскорбительно. И с последствиями сталкиваются именно вот эти люди, которые сталкиваются с унижением перед ним. Он не понимает этих последствий, и когда он рассказывает о том, что я хочу отдохнуть, отдохни уже. Дай отдохнуть и нам, может, в конце концов. Просто абсолютно, мне кажется, почти кто угодно этот конфликт уже сможет решить. Уже люди хотят просто, выдохнуть. Не дает. Выборы требует Россия. Как вы думаете, будут выборы в 26-м? Не знаю, скажу честно. Я не верю. Не верю. Но очень хотел бы. Но у меня вопрос. Вот, Александр, вот вы меня спрашиваете, вы всегда задаете вопрос эксперту, могу ли я задать вам вопрос?
А кто пойдет на эти выборы? Вот по вашему мнению, кого можно, ну, какая альтернатива? Вот кто? Да кто угодно. Кого допустят? Правильный Нет, ответ. нет, смотрите, я просто немножко дальше. Не кто пойдет, а кто там, допустим, если менять Зеленского на кого? Да на кого угодно. Согласен, это лучше. Но не хочется просто кого угодно, вот придет Залужный. Мы понимаем, что будет партия войны. Мы Не понимаем, что у факт. власти будет. Нет, ну не то, что не факт. Смотрите, я понимаю там все эти расклады, мы это обсуждаем неоднократно, там, и там есть доля... Ну, ну смотрите, опять-таки, но тогда тут другой момент включается. Например, ну вот вы все представляете, будет партия войны. Ну так, ну придет партия войны, партия военных. Так военные первые понимают, что бесперспективно. То есть в этом-то и парадокс. В этом-то и парадокс. Военные смотрят на мир по-другому. Я имею в виду не вот эти, которые там понагребали, и сейчас там они, бывшие бизнесмены, воровали из бюджета, а сейчас там дроны запускают. Или какие-то там еще дельцы, понимаете, ноунеймы, которые... А те, которые служили, которые вот прям пришли, ну, как вы не пошли по этому пути, но тем не менее, пришли в Суворовское училище, например, да, и поперли дальше. И как бы всю жизнь они с войной, всю жизнь в войне. Кадровые, нормальные военные, они прекрасно понимают. Понимаете, вот эта вот фраза Путина в самом начале вообще большой войны, что нам с военными проще договориться, это же истина. С военными проще договориться. Понимаете? И если есть приказ, то это приказ. Вопрос в другом, что Зеленский вот как бы к чему не прикасается, вот операция Мидас, да, или Мидас там, в общем, превращается в золото, а он касается и превращает все в балаган, понимаете? То есть армия сейчас тоже превратилась в балаган. Вот я думаю, вам попадался пост Бойко, журналиста, который в ВСУ служил, ну, он уже в возрасте. Ну, короче, про гуляй-поле. Да? Да. Какой там вообще СЗЧ, какой бред вообще, что происходит внутри? Так это потому, что Зеленский вот такой. Это потому, что в офисе вот так. Потому что он верховный главнокомандующий вот этого всего балагана, понимаете? А нормальные, все-таки есть нормальные военные, нормальные, есть профессионалы, просто они в стороне. Они или обслуживают вот балаган, или как бы на ВЛК и, в общем, проваливай, понимаете? И мы с этим столкнулись, и мы, наверное, там, мы разучились доверять профессионалам, потому что если выходит кто-то, он рассказывает нам про тепло сердец, а не о том, сколько киловольт Абсурд. поразили там линию и какие, например, там болевые точки у энергетики. Ну или какую-то там такую историю. Это все показывает нам уходящий 25-й год. Я абсолютно с вами согласен. Я, кстати, знаете, вы перевернули мой взгляд на эту вещь. Я так не смотрел на это. Удивительно. И правда, ведь если и придут военные, ну, давайте так, те, которые должны были бы стать на эти позиции, они-то точно понимают, что это бесперспективно. В этом есть смысл. Просто я не особо верю, что... Хотел бы ли я, чтобы случились выборы? Хотел бы. Для меня выборы, их суть заключается просто в том, чтобы Зеленский ушел. Это единственная причина, почему бы мне их реально хотелось. Там дальше уже можно переиграть, там уже дальше могут поснимать санкции. То есть там будет поле для коммуникации. Пока что поле для коммуникации нет. Но все выглядит так, как будто бы каждый раз будет причина их не проводить. Ну вот в 25-м году ж можно было провести, ну можно было. Можно было и в 24-м их провести. Ничего не мешало. Например, в первой части, скажем так, 80% 25 года, ну электричество же было. Был доступ к ресурсам, был. Деньги выделялись. Поддержка Запада была. То есть были благоприятные условия. Проводить выборы в неблагоприятных условиях, а дальше они будут только неблагоприятны, потому что мы смотрим даже на график отключений, я не совсем понимаю, как люди должны будут это все сделать. Создаются условия, при которых невозможно будет это, к сожалению, сделать хорошо, а мне бы очень-очень хотелось. Потому я надеюсь, что в условиях такого давления на власть, не на людей, люди уже такое давление переживают, уже сильнее некуда. А вот давление на власть получится склонить, собственно говоря, к тому, чтобы были выборы. Как они будут организованы, я не подскажу. Вот это вот, наверное, сам процесс подскажет какой-то другой эксперт, потому что у меня нет понимания того, как это делается, а я не хочу, знаете, залазить туда, где я не понимаю. Но с точки зрения, давайте так, с точки зрения адаптогенных факторов,
Для того, чтобы люди могли адаптироваться и жить дальше, выборы должны случиться. Потому что в какой-то момент это превращается в выученную беспомощность. В какой-то момент люди перестают верить, что можно поменять что-то. И вот если нельзя будет поменять, да, выйдут, мы уже знаем, как элита повыезжала. Это сейчас каждые 100 лет как будто бы элита уезжает из то Советского Союза, то из Украины. Сейчас уже выехало очень много представителей среднего класса. Сейчас они добьют бизнес. А потом голосовать просто будет некому. Когда я говорю некому, я не говорю про то, что не будет людей. Качество людей будет плохое. То есть это будут люди, которым не важно, кто будет у власти. Смотрите, одно дело не важно, а другое дело не важно кто, кроме. По поводу военных. Ой, Александр. По поводу военных, понимаете, тут очень такой тонкий нюанс. У нас же вот сейчас вот разница, да? Я говорю о военных, ну, профессионалах, профессиональных военных. А нам под этим соусом тулят других военных, всех, кто участвовал в боевых действиях. То есть вот Корчинский выходит и говорит, все должности должны занимать УБДшники. Взагалі на всі посади мають призначатися тільки учасники бойових дій. Або майже на всі посади. Тобто я не розумію, чому у нас мерами, депутатами є люди, які не є учасниками бойових дій. Чому у нас є чиновниками, суддями, прокурорами, не учасники бойових дій. Такого не має бути. Тільки учасники бойових дій. І ті люди, які мобілізовані чи підписали контракт, повинні знати, що у них є особливі привілеї в цій країні. Саме вони є керівною елітою тієї країни в подальшому будуть. Він пішов в армію, пішов захищати вітчизну, значить, тільки він буде вибирати, і тільки з його середовища будуть вибирати наступних депутатів. А оці всі цивільні, вони можуть бути чудовими людьми, хорошими людьми, але вони не повинні впливати ні на вибори, ні взагалі на політику цієї країни, не мати ніякого доступу до управління країною чи частинами цієї країни. Понимаете, в чем дело? Власть, она рассматривается как нечто... Ну, опять-таки, здесь философский подход к власти, да, то есть власть как стимул, как мотивация. Ну, типа, ты должен идти, ты вот будешь участвовать в боевых действиях. Ну, короче, если выживешь, если все там как бы все будет сложится хорошо в этом балагане, который устроили, то тебе дадут какую-то должность. А кто сказал, что эта должность – это благо для этого человека, который держал в руках оружие, который воевал? Тут же это очень такой спорный вопрос. Получается, ты из народа… То есть это же, понимаете, весь 25-й год все крутятся вокруг того, что денег нет, их украли за вот эти предыдущие годы. То есть деньги украли, но надо как-то мотивировать. Буданов выходит и говорит недавно умопомрачительные вещи. Говорит, значит, россияне, у них, короче, дефицит. Зеленский тоже начал выдавать, говорит, будет мобилизация в России, потому что мы там столько русских уничтожили. У них проблема. Буданов выходит, говорит, у них проблема, они деньги платят. Деньги платят это для того, чтобы этот человек взял эти деньги, отвоевал, ему там почет, льготы, уважение, но нет так, хотя, ну, похожая риторика есть и в России, что типа участники СВО все там должны, вот тут как бы Корчинский отрабатывает очень похожую историю. Они, понимаете, подходы, если в России есть программа, то есть человек, воевавший, получивший деньги, он проходит отбор, обучение и становится кем-то. Ну, вот там такую линию выстроили. У нас же денег нет. Тебе рассказывают, что ты там будешь когда-нибудь каким-нибудь там мэром, не знаю, депутатом, еще будущая элита. И вперед, понимаете? Но какой абсурд мы видим в этой мотивационной, украинской мотивационной стратегии. Знаете, какой? Я смеялся в голосину после сообщения от Минобороны, что ТЦК теперь будут кормить. Вы понимаете? То есть тебя запаковали, тебя, скажем так, ну, в общем, принудили выполнять свой долг, да? Ну, тебя ТЦК теперь накормит. Отметили, ты накормит. Понимаете, в чем дело? То есть у нас как-то вообще не складывается с этой системой поддержки, мотивации и всего остального. Вообще не складывается. Вот весь 25-й год, это, конечно, год под гнетом ТЦК, да, под звездой вот этого ужаса, который происходил и, судя по всему, будет происходить и будет дальше, в общем, набирать свои обороты. Что вы скажете по поводу мотивации и вот этих
ужасных преступлений, которые мы видели за 25-й год от ТЦКшников. Я тут Лубенца еще могу вспомнить у Гордона, но это отдельная песня, это просто неимоверно. Говорит, там, ой, в 25-м году наиболее меньше обратились к Лубенцу за нарушениями прав человека от ТЦКшников. Вот в позапрошлом, в 24-м, 23-м было больше. Гордость, видите. Скоро будем гордиться тем, что, например, в ТЦК не насилуют, там не били не сильно, например. Или там, знаете, вот введут новое правило, накормят и разрешат воспользоваться первой медицинской помощью, например. То есть будут так, Новертона растягивать, как только возможно растянуть, но это на самом деле это только усугубляет. И даже среди обычных граждан вот эта вот информация, она же усугубляет. Почитайте эту комментарий, кто знает, где посмотреть эту новость. Я думаю, что у Александра Шелестова на канале есть эта новость. Почитайте ее, если вы можете найти в других источниках, почитайте. Везде, где это не выложено, обычные люди, граждане, даже вот, казалось бы, там, патриотичные, их эта новость возмутила. Ну, то есть она их реально возмутила, потому что у нас нет нормальной социальной политики. Люди не умеют выстраивать коммуникацию с народом, не умеют. На что я хочу обратить внимание. Вот вы показали видео с Корчинским, но такая вот маленькая деталь, на которую никто не обратил внимания. Он сказал, что да, на всі керівні посади, то есть вы там это, вот подписал контракт, тогда у тебя будет. Смотрите, он не сказал про кого? Про срочников. Это можно интерпретировать в двух вариантах. Первый вариант. Человек, который самостоятельно принял решение идти воевать, а не был мобилизирован, в цене больше, то есть его жизнь ценнее и статус выше, чем человека, которого призвали. Хотя он пошел, все равно он пошел. Это первое. Второе. Это скрытая пропаганда мобилизации, где вы должны сами мобилизироваться, то есть должны как бы так сами запрыгнуть в бусик, должны поехать и воевать. То есть получается так, что контрактники – это люди. А те, кто были мобилизированы, в том числе насильственно, и те, кто срочники, те, кто были в момент начала боевых действий, были просто, они были в армии. Так случилось, вот они были в армии. Это не люди. Их мнение не важно. И мы это слышим довольно, кстати, часто. Вот много военных, кавичу, экспертов в разных новостях говорят, вот человек принял волевое решение, пошел. А тот что? Тот и так уже был в армии. Так, у меня возникает вопрос. Власть заинтересована в чем? В том, чтобы люди шли, воевали, и впоследствии только после своего принятия решения имели право руководить, быть на каких-то позициях, то есть мотивированные люди изначально. Либо люди, которые были в армии, знают, что это такое, были срочниками, либо работали там всегда, знают, что это такое, и реально понимают, что война больше не должна присутствовать на территории Украины. Почему-то таким людям привилегии не даются. Даются привилегии только тем людям, которые принимают решение идти воевать. Например, очень почему-то сильно превозносится третья окрема штурмова, хотя с ней, как сейчас, на данный момент, раньше вопросов нет, но сейчас с ней больше проблем, чем с другими. Они совершают достаточно много неоднозначных поступков. История, например, с Тернополем, история с западом Украины, где они принимали участие в насильственной мобилизации, там даже были заведены уголовные дела, потому что пережестили, очень пережестили. Сейчас уже я даже не знаю, какой батальон является синонимом элиты. Не понимаю. Тезис Корчинского о том, что нужно давать власть только военным, он ущербен, этот тезис, потому что он предусматривает, что другие специалисты не должны занимать эти должности. Именно специалисты, которые владеют навыками дипломатии, что, кстати, очень плохо дается многим военным, потому что их задача совершенно в другом. Они очень хорошие исполнители. Б. Игнорирование статуса военных, что военным, возможно, хотелось бы, чего-то другого. Им, возможно, бы хотелось, не идти воевать, а хотелось бы, на самом деле, хотелось бы просто уже жить нормальную жизнь. Домой хотелось бы, понимаете? Да, просто в конце Вы концов заметили, нормальную вот это, кстати, очень важный аспект вы зацепили. Никто не говорит, что всем с передовой или там с медслужбы домой хочется. Потому что этого дома нет. Понимаете?
Вот это же главный такой посыл, который все вокруг него пляшут, танцуют вокруг этих тем, когда обсуждают ТЦКшников, там еще чего-то. Дома нет. Начиналось все на протяжении года и в прошлом году, что приезжают домой в увольнение солдатики, говорят, да как-то форму надевать не хочется, гражданские неправильно относятся. А наденешь, ну тогда ТЦКшники пристанут, и поди доказываешь, показывай там документы, что ты военный, например, да. Сейчас у нас в этих стычках участвуют то же самое военные, которые отбивают гражданских у ТЦК. Короче, то есть вот этого дома, да, он где-то у каждого внутри, у человека, который на войне, а его уже нет. И тут мы сравниваем, очень серьезно сравниваем. Если, например, сейчас там говорят, в России проблемы, да, там экономические, в следующем году, вот это все. Ну, сейчас много таких, там из российской оппозиции много чего. И типа вернутся вот эти СВОшники, и вот, мол, сейчас как бы вам покажут. Но у них там, они может вернуться, может там какие-то экономические проблемы, может еще, но у них есть куда вернуться. А получается, из вооруженных сил Украины солдату некуда вернуться, потому что он возвращается, а Пушкина уже нет, сбросили в Черное море, как там один волонтер говорил. Там Булгакова снесли, какие-то там непонятные люди ходят, говорят на непонятном языке. Календарь перенесли, понимаете? Календарь, все. Он вернулся, он говорит, а можно там в увольнение, например, с передовой, хочу Рождество 7 января отпраздновать. А ему говорят, нет. Говорит, почему? Говорит, ты не программист. День программиста уже 7 января, понимаете? То есть это же колоссальная проблема понимания вообще. Военные вернутся в ту страну, не за которую они воевали. Вот в чем дело. То есть военные вернутся не домой, да. Это не вернутся в совершенно другое государство. Как они будут с этим менеджерить эти эмоции, я не представляю, учитывая еще и количество посттравматического стрессового расстройства, проблем, связанных с претензиями по отношению к мирным гражданам. Кто-то работал там курьером, ну его там, он был молод, почему не мобилизовался, почему не воевал. То есть будет много других проблем. Хотя хочу обратить внимание вот на что. Вы заметили интересную вещь по поводу там Пушкина, Булгакова. По идее, если вот смотреть уже опираться на логику, то эти люди должны ехать на могилы своих дедушек и бабушек и плевать и мочиться на них. Они же были коммунистами. Пушкин не был коммунистом, Булгаков не был коммунистом. Они к этому не имеют никакого отношения. То, что происходит у нас, в чем сейчас обвиняют Россию и вообще его, это продукт коммунизма. Это не продукт империи, то, что до нее было. Потому это неравноценно. Это неравноценно. Люди не понимают. Это вы должны ненавидеть своих бабушек, дедушек. Такая логика должна быть. Они же боролись за партийный билет. Они же сражались. Самое большое количество доносов было написано на территории Украины в определенные годы. Ну, то есть вы должны делать выводы, исходя из каких-то фактов, не опираться на эмоции. А эмоциональные заявления, это, конечно, забавно, но я не совсем понимаю, как качество жизни улучшится после того, как мы уберем Пушкина. Не совсем понимаю, как изменится социальная политика после того, как мы отменим Булгакова. Вот по поводу превращается государство, превращается вот это вот, знаете, свору людей, комсомол, настоящий комсомол. Мы так убегаем на самом деле от этого Советского Союза, а сами мы комсомольцы. Давайте отменим вот этого. И все толпой его презирают, ненавидят, отменяют. Давайте санкции введем против вот этого. Всем государством будем его презирать. Это комсомол, вы коммунисты. Вы коммунисты. А теперь, что самое интересное, это о чем я раньше не думал, но что мне подсветил один умный человек. Он говорит, Спартак, почему сейчас украинцам, тем, которые из себя ничего не представляют, так нравится эта власть? Александр, это гениально. Почему во время коммунизма, почему стремление к коммунизму, тогда социализм по факту, почему во время Советского Союза люди так боролись за партийный билет и хотели остаться? Единственный период власти быдла над личностью. Смотрите, вы единственный, вы самый близкий и единственный представитель власти. Вы пишете донос, на следующий день воронок. То есть и сейчас абсолютно тупое
ограниченное быдло может зайти в комментарий и начать спрашивать с другой личности, которая реально является личностью, чему не державную, чему не на фронте, писать доносы, отправлять. Сейчас, если кто не знал, кстати, я вам скажу, сейчас некоторые люди пишут специальные жалобы на своих соседей, потом приезжают ТЦК и их забирают. Мы к коммунизму ближе, чем когда-либо. Даже боролись так. И Ну, и, вот, конечно, и все, знаете, и это все под такой пеленой обмана. Вот с Министерства обороны рассказывает, что резерв плюс, а я сейчас, новогодняя ночь вот скоро, вот смотрите, сейчас немножко там пройдут праздники. У нас 26-й год, судя по всему, будет годом резерв плюс на самом деле. Вот почему. Класна практика, найкраща практика будь-якої цифрової держави – це контроль громадянина за своїми даними. Я тому і кажу, що Резерв Плюс зробив революційний прорив. Він дав громадянину контроль над ТЦК. І далі ми вже розвивали це як електронну екосистему. Ми додали можливість рекрутуватися в армію, електронний рекрутинг. До речі, там зараз 170 тисяч відгуків на вакансії. Це найбільша база вакансій взагалі на будь-яких ресурсах. Ми далі можливість зробити відстрочки. І це насправді теж один із самих великих таких результатів, якими я пишаюсь. То есть, смотрите, они гордятся резерв плюс, потому что там экосистема, потому что там отсрочки. Ты контролируешь ТЦК. Ты берешь в руки это цифровое государство. ой, Я так понимаю, что в следующем году нас ждет много новостей по этому поводу и много вот, знаете, как будет выглядеть цифровое рабство. Одни там приводят пример Китая с рейтингами, с камерами, с вот этим всем, да, другие там приводят западные какие-то вещи через соцсети, то есть мягко. А в России там тоже есть свои элементы такие достаточно серьезные, госуслуги и вся вот эта там, да, вот эта история. Так вот он, резерв плюс, целая экосистема. И мне нравится, с каким упоением человек, который никогда не будет мобилизирован, мы можем посмотреть по видео по причине здоровья в первую очередь, а потом и потому что является женщиной, никогда не будет призван этот человек. И с каким упоением он гордится, радуется тому, смотрите, у вас же есть, правда, резерв плюс, власть над ТЦК. Я думаю, а какая власть? Вот что мы можем определить? Единственное, что вы можете определить, это скорость, с которой вас мобилизируют. Ну и количество побоев, естественно, с которыми вы столкнетесь в этом процессе. Сейчас, я не знаю, знаете вы тоже или нет, смотрите или нет, новости. В Одессе, там, допустим, сотрудники полиции, ТЦК, когда принимали, там, мобилизовали человека, ударили ребенка, там, последствия для ребенка остались. Кого-то забрызгали баллоном. Там, мама держала на руках ребенка, забрызгали маму с ребенком баллоном, вот этим перцовым. Избили женщину, женщина попала в реанимацию. То есть, когда мы говорим про резерв плюс, это, по сути, оскорбление. Оскорбление, которое говорит о том, что ты должен быть на связи со своими насильниками. Мало того, у тебя есть не просто связь с насильником, ты можешь приказать ему, когда он тебя будет насиловать. У тебя есть куча силы. Ты принимаешь решение, когда ты столкнешься с насилием. Нет, государство это просто, какая-то, знаете, это королевство кривых зеркал. Черное это белое, белое это черное, насилие это власть, а власть это вот, которая у нас сверху, это вообще все хорошо и ничего здесь страшного нет, вы должны не бояться, а любить ее. И вообще Зеленский, сейчас вы доиграетесь, он вообще плюнет, устанет и уйдет. И наступит, и дальше все таки так, а что же наступит? И наступит, и никто не знает, что наступит, но будет точно не хуже. То есть я смотрю на это и думаю, боже, это ж как мне на самом деле повезло, я контактирую с абсолютно адекватными людьми. Я вот даже, знаете, захожу в комментарии, вот у вас я читаю, думаю, это ж сколько, это индикатор нормальности. То есть это просто фильтр для дебилов. Ты заходишь, и ты понимаешь, что люди говорят, да, пора заканчивать. И люди пишут, кстати, вот это вот такой, знаете, новогодний комплимент подписчикам. Люди не просто пишут свое мнение, пишут рекомендации. То есть, понимаете, у меня создается ощущение, что из народа больше экспертов, как можно решить эту проблему, чем тех экспертов, которые сидят у нас во власти. Люди дают реально классные рекомендации, говорят, а давайте мы так, хорошо, референдум нельзя проводить, мы можем сделать вот таким образом.
идеи у людей есть. Никто их не будет слушать. А почему? Потому что змосковщились. Потому что, Да. видите ли, это просто королевство кривых зеркал. Просто, Ну, вы понимаете, и причем они такие осечки делают в продолжении вот этой истории, линии с 26-м годом, и что все теперь будут в резерв плюс, и всех там автоматически поставят, неважно, там ты за границей, не за границей. Короче, вот это сейчас готовится, достаточно большая тема, это вот осечка мэра Дніпра Філатова. Остаточна є проблема – це велика кількість ухилянтів, які ховаються від ТЦК у себе вдома і замовляють кур'єрську доставку їжі або різних інших речей. І ми просто на власні очі бачимо, що сміття просто росте в умовно в геометричній прогресії все більше і більше і більше і більше. Тому, знаєте, це така склалась ситуація ідеального шторму. Заборгованість, кількість сміття росте, водіїв сміттєвозів все менше і менше. Тому ми, скажімо так, балансуємо, затикаємо дірки, і в мене самому ця проблема вже, я скажу так, поперек горла стоїть, але це реальна проблема, і це проблема системна, а причини я вам сказав. То есть, вы понимаете, сидят, значит, проблема какая, да? уклонисты, Идеальный шторм. заказывают еду и все другое на доставку. Мусора становится больше. А у нас этих водителей мусоровозов Все меньше и меньше. И сидят военные перед ним туда в развалочку, вот это вот все, понимаете? Это какой-то просто... Вот это итоги 25-го года, Спартак. Знаете, это забавно очень получается. Видите, человек зрит в корень. Мы тут про какую-то ерунду говорим, ну, типа там электроэнергии нету. Кто-то говорит, там меня близкого бусифицировали, еще что-то. О чем вы, ребята? Ваши проблемы, вы маленькие. Вот проблема. Реально. И он говорит, склалась ситуация, внимание, идеального шторма. Кто ему подсказал эту фразу? Почему они используют словосочетания, которые они должны использовать? Идеальный шторм. Проблема с мусором – это ситуация идеального шторма. Я поражаюсь. И мне кажется, знаете, когда он об этом говорит, он думает, вот это я только что умные вещи сказал, наверное, капец, блин, вот это я классный. Но он выходит и, наверное, помощнику говорит, ну как я хорошо? Он говорит, вы, как всегда, великолепны. И вот проблема с мусором, если ее метафоризировать, то я с ним абсолютно согласен. Мусора стало слишком много, пора его вывозить. А, скажем так, водителей мусоровозок, если метафорически смотреть, если вы понимаете, о чем я, стало сильно меньше. И так получается, что пора бы что-то вывозить этот мусор постепенно. Может, он сам себя вывезет как-нибудь. Я ж надеюсь, Филатов имел же в виду нашу власть, правильно? И Зеленского. Он это имел в виду или нет? Да нет, к сожалению. Да. Хотя ему досталось от этой власти, но тем не менее он перекрасился и стал к ней близок. Ярким моментом, который стоит обсудить в финале, это, в финальном, да, вот там отрезке, это, конечно, ситуация с Миндичем, вы ее упоминали выше, и, с вот этой братьей, да, вот этой властью. Кошевой дает интервью, и два момента я хотел бы, чтобы мы с вами остановились на них подробнее. А Миндич? От Міндіч, корупційний скандал, все. Це ще один корупційний скандал. Ці Свинарчуки, Міндічі. Окей. А ви спілкувалися з президентом після цього? Да. Это трендит. Говорит, общались с президентом? Да. Ну и что? І що він каже? Каже, що сильна подстава. Дуже сильно. Я кажу, це взагалі це просто на голову не тягнеш. Він говорить, да. Це такий удар. Дуже сильний, піддих. Просто навіть не піддих, це аперкот. Його морально це теж дуже сильно надломило? Звісно. Я не знаю, надломило чи ні, але, це, таке відчуття, що мені здається, що так. Але він просто того не показує, тому що війна. Треба тримати. Звісно. Конечно, надо держаться. Война, он не показывает. То есть подставили Зеленского. Это подстава. Это... А вы думали иначе? Он же, смотрите, он же не может всем управлять, правильно?
не может замечать все подряд. И знаете, вот так вот Миндич, когда делает, и вот так вот Зеленский поворачивается к нему и говорит: «И ты, Брут». И вот я не могу уважать. Вот кто в это верит? Вот скажите. Есть же Нет, реально смотрите, люди, тут же которые как, верят. тут очень важный момент. Дальше Кошевой дает рецепт, что с предателями делать, которые вот все пишут, гадят в соцсетях. Давайте. Але з тими людьми, які завдяки йому прийшли в цю партію, я там прізвищ не знаю, там в обличчя можу пізнати. Але вони просто не розуміють, якщо б не Володимир Олександрович, їх би не було. Ну, це правда. І вони б просто були б ніким. А так виходить, що він привів за собою людей, яким він довіряв на той момент, а вони просто йому ножі в спину кидають. Так от я хочу, може, просто, щоб зрозуміли, там, хто може хоче, там, не знаю, давайте спілкуватися раз на раз, а не в Фейсбуці. А то ви всі такі там сміливі, що аж страшно. Це ж, диви, політика – це теж двір, скажімо так, в якому нас виховували. Це кращому випадку. Да. Але ж якщо це двір, у дворі ти відповідаєш за свої слова. І ти ніколи у дворі не писав комусь записку, типа ти підпис, і відправляв комусь, правда? Ну не було такого. Ну не було. А зараз ти можеш написати все, що завгодно, і відправити це все в інфопростір. І ти знаєш, що тобі за цього нічого не буде. Ну просто тобі нічого не буде, тому що всі це просто почитають, і ти будеш ходити хайпувати. І все. А в обличчя ти нічого не скажеш, тому що ти сикло. От і все. Я про цих людей кажу. Якщо ви такі сміливі, підійдіть, скажіть в обличчя. Нащо ви виносите це все в інфопростір? Для чого? Для того, щоб хайпанути? На чому? На прізвищі Зеленський або на бренді «Квартал 95»? Ну так ви ж, може, самі щось зробите, щоб про вас говорили, а не на шиї сиділи. Вот так вот. Вот эти политика, двор, там, ты там отвечаешь за Вот слова. это ужас. Это ужас. Это вот с психоаналитиком надо, с вами. Им уже нужно, да, там и медикаментозное лечение. Я бы стационар рекомендовал, потому что, понимаете, когда вы сравниваете политическую элиту, ну, гипотетическую политическую элиту с двором, это же двор, никто не пишет записки. Это звучит очень странно. Это обесценивает на самом деле тех политиков, которые работают. У нас, смотрите, немного, но есть реально классные толковые политики. Есть люди, которые сейчас под санкциями, но были политиками. Вы можете себе представить, чтобы подобную модель политической воли изъявляли люди, ну, там, по типу Мураева. Это звучит, это абсурд. Они перепутали вообще все на свете. Все перепутали. Они перепутали, что такое... Они путают политику с управленчеством. Они думают, что это бизнес. Они перепутали бизнес с рэкетом. Они все перепутали. Это люди, у которых, знаете, есть такое психическое расстройство, ну, симптом психического расстройства называется резонерство, излишнее мудрствование. И вот когда дают микрофон вот этому человеку, который, как мне понравилось, когда Кузьма с ним разговаривал, как он об него ноги вытирал, Кузьма умел задать вопросы. И вот этому толстому, который уехал, боже, как же его зовут? Он свалил, буквально ему должны были дать педозру. Как он в одной передаче, Кузьма об них вытирал ноги, это просто надо посмотреть. Вот потому что человек понимал, что, чем это закончится. Причем абсолютно проукраинский человек понимал, чем это закончится. И эти люди по типу Кошевого, не имеющие никакого отношения, смотрите, ни к политике, ни к государству, а Кошевой конкретно еще и к юмору никакого отношения не имеет. Он не смешной. Он смешон. Это разные вещи, надо их не путать. То есть получается так, что абсолютно нулевой эксперт. Но почему его позвали? Потому что он поддержал за лапку Зеленского. Так вот потрогал ее, и все таки, значит, он имеет к нему какой-то... И он такой, так спілкувався, ему было дуже тяжко. Еще раз, у меня сейчас есть несколько пациентов, которые являются военными, они находятся сейчас на фронте. И вот я знаю, кому тяжело. Вот этим ребятам тяжело. Некоторые из них, просто чтобы вы понимали, потеряли близкого друга, и жены от них ушли, и это было в промежутке 2 дней. Жена написала, я уезжаю навсегда, забираю с собой ребенка, уезжаю за границу, я не хочу ждать, потому что это не будет. Проходит 2 дня, и у него умирает его соратник. То есть вот кому тяжело. Зеленскому не тяжело. Зеленский просто от страха обмочился, и он не знает, что делать. Ему страшно, ему не тяжело. Страшно. Но сейчас, что доставляет мне истинное удовольствие, мы можем видеть не только страх на его лице, но и, как я говорил, ужас. Потому что происходят необратимые процессы. И мы не можем напрямую на это влиять. Это правда, Александр. Давайте признаем, сейчас мы прям повлиять как-то не можем. Нам необходимо ждать удобного момента, когда мы сможем отреагировать.
Вы можете влиять на мнение общественное, у вас большая аудитория, вы с разными экспертами разговариваете, каждый дает свою какую-то позицию. Что, кстати, интересно, я слушаю разных, и позиция сходится только в одном, бьется только в одном. Знаете в чем? Пора заканчивать войну и менять президента. Все остальное это может быть по-разному. Но если разные люди, которые, я знаю, что некоторые среди них там, друг друга не любят, или что, но они сходятся в одном. Вот в чем суть экспертизы. Когда вы приходите к 5 разным врачам и получаете один диагноз. Много спикеров на канале, миллионы видео, вы можете посмотреть что угодно. Все дают один диагноз. Надо заканчивать войну, мы не вытягиваем ее. И надо менять президента. И когда мы смотрим на то, что большое количество спикеров сходится в чем-то одном, даже если они друг друга и не знают, любят, не любят или все остальное, но все дают один диагноз, это признак того, что пора уже лечить эту болезнь. И скажем так, с чего можем начать? Можем начинать с малого. Можем подписаться на правильные средства массовой информации, которые имеют нейтральную позицию, разную позицию, нейтральную. Мы можем анализировать ту информацию, которую мы получаем. Всегда критически относитесь к тому, что вы слушаете и видите. Всегда. Вы смотрите какой-то там этот марафон, сравниваете с другими источниками информации, подписаны на какую-то помойку, проанализируйте, правда это или неправда. Смотрите фотографии. Вы можете с помощью искусственного интеллекта находить эти фотографии в интернете. Сколько раз уже этих корейцев тулили, а это старые фотографии еще 22-23 года. Анализируйте ситуацию, относитесь к ней критически. Это лучшее, что может быть, это отсутствие ошибочности мышления. Логика, последовательность и принятие правильных решений на основе анализа информации. У вас есть куча источников информации. Вот смотрите, изучайте. Вы просто можете быть независимы от глупости. Вот, кстати, одним из важнейших признаков интеллекта является отсутствие большой глупости в риторике. Меньше говорите глупости, и выглядите умнее. Да. Спартак, ну, знаете, Новый год, конечно. И всегда это момент, когда хочется чего-то... Ну, кто-то уже, кто постарше, он уже относится это как к условному очередному понедельнику. Ну, вот именно с понедельника там правильно питаться, заниматься спортом, там, следить за здоровьем, давление мерить, вот это все там, да. Ну, или там, например, какую-то правильную привычку себе завести. А эти даты это просто такой большой понедельник. Ну, условно, когда можно начать все сначала. Получится у Украины, как вы думаете, в 26-м? У Украины не получится, получится у других стран, и это повлияет на Украину. Мое мнение такое. Я смотрю на то, что происходит со стороны. То есть я не хочу анализировать происходящее в самом государстве, потому что это имеет мало смысла. Оно непоследовательно и не имеет никакой связи между тем, что декларируется, и тем, что происходит. Но я смотрю за тем, что говорит Путин, что говорит Трамп. Я смотрю, кстати, вот вы не поверите, но это тоже важно. Смотрю на телодвижение Си Цзиньпиня. Если вы посмотрите каналы, ну только ищите там с хорошим переводом, некоторые действия Китая, они говорят о том, что будут радикальные изменения. Я смотрю, что происходит в Британии. То есть наблюдайте свысока, находитесь над ситуацией. Не будьте в ней, не пытайтесь разбираться с маленькими проблемами. Это никогда ни на что не влияет. Вы не влияете ни на маленькие, ни на большие. Но зная большие, вы понимаете причины маленьких. Наблюдать за этим, мне кажется, более эффективно. Потому я, анализируя то, что происходит со стороны, общаясь с людьми, которые имеют отношение к большим таким процессам, я понимаю, что да, это будет срыв пластыря. Вот это будет болезненно, но изменения будут. И чем, вы тоже таки, у вас должно быть понимание, что чем болезненнее, чем хуже Зеленскому, чем ему тяжелее, тем больше он допускает ошибок. А чем больше он начинает допускать ошибок, тем меньше элиты, которые держат Зеленского просто рядышком с собой для того, чтобы он выполнял эти задачи, хотят делегировать ему эти задачи, потому что действовать нужно в определенном коридоре возможностей. А Зеленский сходит с ума, и он этот коридор просто разносит. Потому, знаете, вот как Новый год буквально вот будет сегодня, все будут, я надеюсь, праздновать. Я хотел тоже поздравить всех подписчиков. Отдельно хотел поблагодарить вас, Александр, и поблагодарить аудиторию, потому что я читаю комментарии, смотрю, что пишут, и многому учусь. С момента, когда мы начали писать с вами видео,
благодаря комментариям я поменял несколько взглядов на некоторые вещи, потому что люди пишут не просто там какие-то там гадости, пишут правильные вещи. Поменял свой взгляд. Каждое интервью – это возможность посмотреть на ситуацию иначе, потому что уметь задавать правильные вопросы, как это делаете, например, вы, это просто дает возможность посмотреть на свои мысли со стороны. А у меня они, как оказывается, часто не точны, потому хороший вопрос дает возможность дать хороший ответ. И потому я хочу всем пожелать здравомыслия, хочу пожелать научиться убеждаться в том, что вы были неправы. Те люди, которые поддерживали раньше Зеленского, сейчас признают, что ошибались. Те люди, которые считали, что есть возможность там победить какую-то войну, поменяли свой взгляд. Нужно перестать быть радикалом и нужно начинать быть человеком, который готов слышать, допускать возможности и анализировать ситуацию. У вас для этого есть абсолютно все. До тех пор, пока у вас есть интернет, вы имеете власть над ситуацией в своем сознании. А то, как будут портить жизнь вам политики, на это пока что повлиять нельзя. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. С наступающим. Спасибо, Александр. С праздниками вас. Друзья, всем добра и света. В новом году. Увидимся обязательно. До скорого.